Всем привет! Если вы собираетесь в Казань, то это видео для вас. Я расскажу, как спланировать интересное путешествие в Татарстан. Покажу вам самые интересные места в Казани и по соседству. Татарстан – особенное место. Здесь своя культура, свои традиции и даже своя кухня. Вы все еще в России, но это место вряд ли напомнит вам родные края. Татарстан – настоящая находка и радость для туриста. Тут можно узнать и увидеть много интересного. Столица Республики Татарстан – Казань. Яркая, колоритная и очень гостеприимная. Историческая и в то же время современная. На прогулке по Казани я советую выделить не менее 3 дней, а лучше целую неделю, чтобы сполна насладиться городом. Что посмотреть в Казани? Начать знакомство с городом стоит с Казанского Кремля. Это древнейшая часть города, на территории которой расположен целый комплекс исторических и архитектурных памятников. Осмотрите крепостные стены и башни Казанского Кремля. Дойдите до смотровой площадки, с которой открывается лучший вид на город. Полюбуйтесь Благовещенским собором и оцените наклон падающей башни Сюембике. Кремль – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и самая важная достопримечательность столицы Татарстана. Когда речь заходит о Казани, многие сразу представляют знаменитую белоснежную мечеть с голубым куполом. Это Кул-Шариф – главная соборная мечеть Татарстана. Ее облик моментально погружает вас в восточную сказку. Роскошная люстра, витражи, арабские узоры – здесь очень красиво. Рекомендую побывать возле мечети Кул-Шариф дважды – днем и после заката, когда минареты и купол подсвечиваются. Зайти внутрь можно бесплатно. В мечети можно ощутить атмосферу спокойствия, а окунуться в бурную жизнь города проще всего на пешеходной улице Баумана, которую часто называют Казанским Арбатом. Ее протяженность составляет почти 2 километра. На этой улице всегда кипит жизнь. С раннего утра до глубокой ночи. Здесь расположены многочисленные кафе и рестораны, необычные музеи и арт-объекты и десятки сувенирных лавок. Главные достопримечательности улицы Баумана в Казани – купеческие дома, памятник коту Казанскому, аллея татарских звезд, копия кареты Екатерины Великой, памятник Шаляпину. Где отдыхают местные жители? На набережной озера Кабан. Туристам тоже стоит здесь побывать, потому что отсюда можно полюбоваться панорамами Казани. А еще тут находится множество интересных ресторанов национальной татарской кухни. Одно из самых колоритных мест города – Старо-Татарская Слобода. Это уютный уголок старинной Казани в центре современного мегаполиса. Полюбуйтесь мечетью Марджани, пройдитесь по пешеходной улице и сделайте фотографии цветных деревянных домиков. Советую приходить сюда рано утром, когда улицы свободны от туристических групп. Я сняла отдельное видео о достопримечательностях Казани, в котором подробно рассказала о каждой из них, а также показала, как проходит самая популярная обзорная экскурсия по Казани. Ссылку на этот ролик я оставила в описании под видео. Посмотрите, он очень полезный. Зачем еще ехать в Казань? Ради татарской кухни. Интересно, что вместо привычных ресторанов быстрого питания вы гораздо чаще будете встречать заведения местной сети Тюбетей. Хорошее место, чтобы быстро перекусить во время прогулок по городу. Современная татарская кухня – это кысты-бургеры вместо бургеров и эчпачмак фри вместо жареной картошки. Если вы услышали несколько непонятных слов, не переживайте. Пара дней и кыстыбы, такмач и баурсак будут вам как родные. О татарской кухне я тоже сняла отдельное видео. В нем я подробно рассказала, что стоит попробовать в Казани каждому туристу, а также показала рестораны, в которых можно поесть вкусно и недорого. Ссылку на этот ролик я оставила в описании под видео. Обязательно его посмотрите, он очень полезный.
Мне захотелось вам показать, что в Казани можно совместить два вида отдыха – экскурсионный и курортный. Поэтому я провела несколько дней в пятизвездочном отеле «Лучано Казань». Это целый комплекс, который напоминает настоящий курорт в центре Казани. Его главная фишка – безлимитный доступ для гостей в акватермальную зону. Здесь финская сауна, греческий лакониум, восточный хамам и другие бани, а также большой бассейн с плавательными дорожками, водопадами и гейзерами, джакузи с аэромассажем и много чего еще. Еще одна фишка Лучано – современная зона для занятий спортом площадью 3000 квадратных метров и большой выбор интересных групповых тренировок без доплат. В отеле «Лучано Казань» есть большой детский клуб с множеством занятий и развлечений, детский бассейн и игровая зона на улице. Сам отель выглядит очень красиво. Здесь уделяют большое внимание деталям. Также отмечу бесплатную парковку, удачное расположение в шаговой доступности от улицы Баумана, зону отдыха в саду, живую музыку и комфортные номера. Я выбрала категорию Junior Suite Comfort. Это красивый светлый номер с удобной кроватью и отличной зоной для работы. В номерах всех категорий есть меню подушек, теплые полы в ванной комнате, бесплатный мини-бар с ежедневным пополнением, премиальная итальянская косметика. Завтраки в отеле «Лучано» проходят в 2 ресторанах. Можно посещать любой из них. В одном ресторане предлагают обслуживание по меню с красивой подачей блюд. Во втором ресторане шведский стол. Здесь можно собрать привычный завтрак, а также попробовать локальные продукты и блюда. Тут есть горячая еда, закуски, салаты, десерты, выпечка, свежие фрукты и орехи. Можно начать день с бокала игристого или свежевыжатого сока и хорошего кофе. Если вы тоже любите совмещать активный отдых и полный релакс, то в описании под видео вас ждет ссылка, по которой можно проверить цены на проживание в отеле «Лучано Казань». На какие экскурсии стоит съездить во время отдыха в Казани? Бывалые туристы советуют посетить Свияжск и Болгар. О последнем я расскажу подробнее. Болгар – это небольшой город на берегу Волги численностью около 8000 человек. Здесь находятся важнейшие достопримечательности Татарстана. Среди них музей-заповедник Болгар, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посетить музей болгарской цивилизации и узнать, что город Болгар появился в домонгольский период и достиг своего расцвета во времена Золотой Орды. Великий Болгар считается местом официального принятия ислама волжскими болгарами, предками казанских татар, в 922 году. В честь этого на территории музея-заповедника появилось здание «Памятный знак». Внутри хранится самый большой в мире распечатанный Коран, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. Его высота 2 метра, ширина в закрытом виде 1,5 метра, а вес 500 килограмм. На территории музея-заповедника Болгар сохранилось несколько объектов 13-14 веков. Они позволяют восстановить историю этих мест. Тут можно увидеть остатки ханского дворца, мавзолеи, ханские бани и другие интересные объекты. Я посетила Болгар в рамках групповой автобусной экскурсии. Благодаря интереснейшим рассказам гида эти места будто обретают объем, а древний город словно оживает. В описании под видео оставлю для вас ссылку на тур, который мне очень понравился. На этой экскурсии мы посетили Белую мечеть или Ак-мечеть, которая облицована белым мрамором. Внутри она украшена арочными окнами с витражами, люстрой в восточном стиле и цитатами из Корана. На обед мы останавливались в кафе национальной татарской кухни.
а позже заехали в фермерскую лавку, где можно было попробовать и купить вкусные локальные продукты. Если вы уже познакомились с Казанью и даже съездили в Болгар и Свияжск, отправляйтесь на экскурсию в соседнюю республику Марий-Эл и посмотрите на нарядную Йошкар-Олу. Этот город в России уникален, такого вы еще точно не видели. В переводе с марийского Йошкар-Ола означает «красный город». Гуляя по его центру, вы сразу поймете почему. Глядя на фотографии Йошкар-Олы ранее, я думала, что здесь построили всего несколько пряничных домиков, а их тут десятки. Храмы, театры, учебные заведения и даже жилые дома в центре города напоминают иллюстрации к сказкам. На набережной Брюгге вы будто переноситесь в Бельгию, на набережной Амстердам – в Голландию, а на одну из площадей – в Москву. Тут можно найти Спасскую башню Кремля и собор Василия Блаженного. По крайней мере, издалека схожесть имеется. Но если присмотреться к деталям, то разница, конечно, заметна. Я посетила Йошкар-Олу с экскурсией, и гид подробно рассказал, почему она так похожа и одновременно не похожа на все остальные города. В описании под видео я оставлю вам ссылку на этот интересный тур из Казани. Отсюда вы точно привезете много необычных фотографий. В Йошкар-Оле имеется собственный Кремль Царево-Кокшайский. Он построен на историческом месте в 2009 году. Бренд города – знаменитый Ёшкин кот. Его вы будете встречать повсюду. В Йошкар-Оле можно посетить много интересных объектов. Среди них городские часы. Каждый час на них проходит представление – чудесное явление иконы Божьей Матери Троеручица, которую несет ослик. Интересна также история и культурные особенности Республики Марий-Эл. Тут даже религия особенная. Об этом вам расскажут в Музее истории и археологии. Приехав в Татарстан и Республику Марий-Эл, вы еще раз убедитесь, насколько богата культура России. На территории нашей страны проживают разные народы, у которых свои традиции, своя кухня, свой уклад жизни. И изучать это действительно интересно. Ставьте лайк, если мое видео было для вас полезным. А если вы едете в Казань впервые, посмотрите другие мои ролики об этом городе. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.